В преддверии Нового года начинается ряд выпусков, непосредственно посвященных праздничным дням. Сегодня давайте поговорим об ожогах и особое внимание уделим тем, которые возникают от неудачного контакта с пиротехникой. Здравствуйте, мои хорошие! Нет зрелища более яркого и привораживающего, чем праздничный салют. В наши дни уже невозможно представить встречу Нового года в отсутствии этого волшебного сопровождения. Считается, что первыми придумали фейерверки китайские монахи более 1000 лет назад. Но в Европу он смог попасть только к XVI веку из-за того, что долгие годы тайна его создания тщательно оберегалась. В России с конца XVIII века фейерверочное искусство тесно связано с именем Петра Великого, хотя первые российские салюты, называемые смешным светом, были запущены еще в 1389 году при Дмитрии Донском. Первый салют в СССР был дан 5 августа 1943 года в честь победы Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками и освобождения городов от оккупации. Самый грандиозный по масштабам салют военных лет состоялся в День Победы, 9 мая 1945 года. Было сделано 30 залпов из 1000, в основном зенитных орудий. Небо подсвечивали праздничная иллюминация прожекторов войск ПВО. С этого времени традиция запускать салют укоренилась и в культурной жизни россиян. Хотя фейерверки не только дарят нам радость, также они способны нанести серьезный вред здоровью. Чем же опасна пиротехника? Потенциальную опасность могут представлять огонь и высокая температура фейерверков, вызывая при неправильном использовании ожоги. Разорвавшаяся в руке петарда или попавшая в человека ракета способны вызвать тяжелые механические травмы. Также существует вероятность отравления при вдыхании образующегося во время горения дыма. Звук от взрывающейся пиротехники может травмировать барабанную перепонку человека. Давайте рассмотрим, как оказать первую помощь при наиболее часто встречающихся травмах, вызванных пиротехникой. Как правило, травмы от пиротехники случаются на улице. Ожог пламенем самый тяжелый для организма. В первую очередь страдают части тела, кисти рук, лицо, глаза. При ожогах кисти следует незамедлительно снять кольца, браслеты, так как в дальнейшем будет развиваться отек, и эти предметы, сдавливая, могут нарушить кровообращение в конечности вплоть до развития некроза. По возможности руку следует охладить погружением в холодную воду на 10-15 минут или обдуванием холодным воздухом. Постарайтесь не использовать лед, снег, замороженные продукты для охлаждения ожога. Они могут быть загрязнены опасными микробами. Однако, в крайних случаях, если возможности добраться до дома нет, подойдет снег или лед. Но тогда постарайтесь накрыть рану чистым носовым платком, свернутым в несколько раз. А после этого обожженное место обрабатывается в соответствии со степенью ожога. Недопустимо нанесение на обожженное место масел или любых других жиров, включая жирные кремы. Масляная пленка удерживает тепло внутри кожи и делает ожог более глубоким. При ожоге первой степени наблюдается легкое покраснение и припухлость кожи. Такой ожог следует обработать слабым раствором марганцовки. Если площадь ожога большая, наложите противоожоговую мазь или обработайте аэрозолем пантенол. Ожог второй степени, как правило, сопровождается образованием волдырей. Такую пленку волдыря ни в коем случае нельзя прокалывать, так как она защищает область ожога от заражения и высыхания. Кроме того, под волдырем образуется новый слой здоровой кожи. Такой ожог следует покрыть тонким слоем противоожоговой мази или нанести ее на марлевую салфетку и приложить к ране. Затем необходимо завязать все это марлевым бинтом. Ни в коем случае нельзя закрывать обожженное место пластырем, так как он затруднит доступ воздуха и существенно замедлит процесс заживления. Ожоги второй степени проходят, как правило, через пару недель. А в случае ожога третьей степени образуется рана, полностью лишенная верхних слоев кожи. Сразу после травмы такие ожоги выглядят как светло-серые или светло-коричневые участки кожи, чуть плотноватые на ощупь.
При таком ожоге никакого самолечения быть не должно. Нужно сразу же обращаться в травмпункт. Если произошел ожог глаз, по возможности при закрытых веках следует смыть вещество с кожи лица большим количеством проточной воды, затем раскрыть веки поврежденного глаза руками и промыть его струей воды. Также с этой целью можно использовать шприц без иглы, чайник или опустить лицо в емкость с водой, а под водой открыть глаза, часто мигать и двигать глазами в разные стороны. Если возможности промыть глаза нет, прикройте их повязкой, но так, чтобы она не задевала поврежденную область. После чего немедленно обратитесь за помощью. С глазами шутки плохи. Ожог роговицы может привести к полной потере зрения. Если обожжены дыхательные пути, нужно уложить пострадавшего так, чтобы верхняя часть его тела была приподнята, и следить за дыханием до приезда машины скорой помощи. Бывает и так, что видимых повреждений нет, а пострадавший от петарды человек чувствует себя плохо. Это контузия. Приподнимите туловище раненого, поверните его на бок, так как возможна рвота, и смотрите за тем, чтобы голова ни в коем случае не запрокидывалась. Не оставляйте его одного ни на минуту до появления врачей, потому что возможна потеря сознания и судороги. Нельзя поить контуженного, а также делать ему искусственное дыхание. Современная мощная пиротехника дает силу взрыва достаточную для того, чтобы нанести сильнейшие травмы вплоть до отрыва пальцев и конечностей. При подобной травме уложите пострадавшего, дайте обезболивающее и незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи. Постарайтесь быстро найти оторванные пальцы и поместить их в емкость со льдом. Так можно будет спасти руку и пришить пальцы на место. В случае обильного кровотечения на конечность повыше раны наложите жгут, ослабляя его время от времени. Обязательно напишите записку с указанием времени наложения жгута. На открытую рану следует наложить стерильную повязку или просто чистую ткань. До приезда медиков успокаивайте и подбадривайте пострадавшего. Не давайте ему уходить в себя и терять сознание. Помните, тяжесть повреждений напрямую будет зависеть от того, как быстро и правильно вы окажете первую помощь пострадавшему. Чтобы обезопасить себя и близких и не омрачить новогодние праздники, перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с инструкцией по ее применению и неукоснительно ей следуйте. И главное, не позволяйте поджигать пиротехнику детям, даже если они очень этого просят. Берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!